Так, ребята, сейчас будем поднимать ящики. Целый блиндаж ящиков. Ребята, вы сейчас вместе с нами трогаете историю. Михаил, а? Ты что, не убился? Михаил, ты себя не бережешь. Ой, говорил, тебе вовремя надо было свалить. Как это мокро. Оп, патроны. Итак, ребята, мы находимся в блиндаже глубочайшем, и в первых его слоях мы видим какие-то ящики. Лежит. Что-то лежит? Сверху. Сейчас. Походу, это 80-миллиметровая мина и ящики. Скорее всего, тоже от мин. Главное быть аккуратным. Опасные находки. Капка. Да, смотрите, от ящика. Там еще лежат кусочки. Покажи. У нас Катерина нашла курительную трубку. Катерина, там добро пошло уже, походу. Надо попёр. Да, Катя? Вот, смотрите, трубочка такая. Как-то так она была. Катерина нашла. Сломала. Продолжаем блиндаж выкачивать. Мы уже на полу практически. Смотрите, ребята, какие попались наушники. Вообще динамики от наушников. Почему-то с крестами. Но, видимо, размер креста. Маленький крест — это микрофон, большой динамик. Я думаю, так. Чтобы не перепутать. О, ничего себе, там клейма. А, это не это? Это наушники? Да, да. Похоже, да. Это скорее на право-левое. А, ну да. Я с телефоном. Наверное, да. В принципе, как там же никак. Ну, да, может... Не, это, наверное, все-таки трубка. Видишь, они разные. Один с болтиком, другой с упором. Который с упором, это как раз микрофон. Микрофон? Да, по-моему, да. А, ну может быть. Курит трубку бабушка моя. Товарищ Михаил тут зарылся в такую глубину, и у него идут всяческие ящики. Сейчас мы издалека попробуем посмотреть на всю это дело и насыпать ему немного глины. Кстати, опа, на ящик можно встать теоретически, нет? Да, можно. Не теоретически. А он на тебя не начнет падать? Нет. Не должен пока еще. На этот точно можно вставать. Они идут рядами до самого низа. А ты, кстати, дошел до низа? Нет. До последнего? Нет, еще не дошел. Еще прорываюсь туда потихоньку. Так, ребята, сейчас будем поднимать ящики. Целый блиндаж ящиков. А ты куда хочешь поднимать? Давай вот сюда будешь ставить. А зачем ему? И сразу скрывать. Ну, а потом... Или ты хочешь сначала все вытащить? Я думал сначала все вытащить. Ну давай, вытаскивай. Один за другим. Тяжело будет по два-то. Два? Может, помочь между нами нужно еще? Посредники нам не нужны. Можешь пройти помочь. Ну, я просто не знаю. Легкий. Ну так и в бизнесе. Куча посредников. Проще. Эти уже полегче пойдут. Всем привет, братская Белоруссия. Штуки. Не торопись, Миш. Я не тороплюсь. Сейчас, секунду.
Аккуратнее с ними. Смотри, какой он. Деревянная ручка у него. Подожди. Держи, Катя. Ага. Целый склад ящиков. Капец, сколько же их тут. Мне потом вычищать-то А придется. сколько еще хлама в остальной части блиндажа? Это мы только до пола дошли. Кто дошел, а я еще нет. А потом их обратно скидывать. Ой, шипит. Не знаю. А, блин. А там нет случайно в стене следующего ряда? Такие следы остались. Не знаю, не проверял. Не успел. Мы не удивимся. Прилипли, смотри, как они один на другом. И шипят. А есть смысл их доставать-то все? Конечно, есть, ему неудобно копать. Ага. Да и проверить надо вокруг них под ними. Смотри, там надписи пошли, по-моему. Нет? Там они давно не идут, вообще на каждом ящике видно. Только очень плохо, грязно. Живо. Забулькала. Закипела. Это снизу забулькало. Давление. Наверное, он снимает давление, и вода то засасываться начинает. Попробуем деревянное. Ай-яй-яй. Походу, здесь был склад. Целый склад. Где-то должен быть миномет. Чем это? Снизу, Вниз надо, да, брать? снизу, снизу. Да, вон я вижу. У, смотри, они какие красивые Клади там. мне. Давай. Вот 3 штуки. Ага. Снимай. Наверх. Сейчас И сейчас покидай, ладно. Сейчас, смотри, Андрей все развалится. Я же сказал. Мы сделали все, что могли. Закрытым. Одна нога здесь, другая там. Ой, из него вода пошла. Весьма неудивительно. Смотри, Бьется. деревянные Ладно, ящики. Если его наклонить. Все, выходим наверх. Какая коробка. Вываливается через дно. У нас сломалось. Руки поставь под него. Андрей, поставишь Поднял. там руки Под него. под низ. Надо будет омыть, может, надписи какие-нибудь есть. Все, погнали. Просто вот часть вот одна осталась на месте. Я и говорю, свет понадобится. Сразу туда. Пригромадная куча ящиков у нас. Там, понятно, минометки. Здесь тоже частично. Мы посмотрим, вдруг немцы что-то туда еще положили. Открыть-то открыть. А надписи на нем нет? Надписи. Вот и, если есть, то вот здесь. Какая-то табличка там. Промышленных масштабов. Анбоксинг. О, смотрите. Они тронуты. 70 лет прошло. Там допники уже в бумажках. Это, наверное, поздние варианты, когда у немцев уже не было особо. А вот и палочка, которую мы находили там. Ну, не совсем она. Из Вот этих та ящиков. нижняя, скорее всего. Ну да. Очень аккуратно. И допники уже в бумажках они. Они в цинковых. Да, она особо не отмоется. Ну да, особо не отмоется. Не, ну смотри, нет в краске. Ладно, ладно. Он красный. Я уверен, что будет красивее. А он зеленый, сам по себе, видишь? Ну да, вот и надпись. А вот. Видишь, нету. Это не НБшки, нет, не дымовые. А я не А, знаю. НБшки у нас красная. Что, воды еще надо? Зеленая это обычно, там тройка еще написано. Так, Валерий, выкладывай сюда вот в рядки. Так, допнички отдельно куда-нибудь надо сложить. Потом будет большой костер. Это порох, ребята, чтобы минометный снаряд летел подальше. Ладно. Следующее. Тоже прилипшая бумажка. Ну ладно. Давай остальные вскрывать.
Да, они одинаковые. С водой. Вверх ногами нет. Такие Нет, всё правильно. корешки проросли. Вот видишь, как крышка сохранилась целиком. Вот так и должна открываться. Там просто фанера расслоилась, а здесь крышка не расслоилась. Вот это кубик только оторвался. Да. Вода в нем такая чистенькая. Не, 100% их никто не доставал. Вот такие поросли мелкими корешками. С тех лет. Это выпрыгивающие. Это прыгающий, да? Да. А точно, смотри, шпильки у них торчат. Это, ребята, прыгающие минометные мины калибра 80 мм. Суть какая? Эта мина приземлялась, втыкалась в землю, срабатывал пороховой, такая баночка внутри него, пороховая, отстреливался нос, и мина подпрыгивала на высоту человеческого роста. Тем самым Вот передняя часть. взрыв происходил в воздухе, чтобы поразить как можно больше людей. О, тут цифры видно. Ну да. Чистенькая, да? Да. Сейчас секунду. Давай. То же самое. Тоже. Походу в цинковых баночках. Видимо, там они сэкономили на цинке. Там они будут в ткани сейчас. Красивые, наверное. Потому что лежали в чистой воде. Приклеилось. Да. О! Чистой воды на срочным образом. 39-й год сохранились. Открой. Даже бумажные. Потому что она Клейма. приклеилась очень хорошо. Не, вода ничего не даст. Вряд ли у тебя сейчас туда потечет. Нет, не так скрываешься. Ну ладно. Скажи, что сухое, нет? Вполне возможно. Где у тебя зажигалка? Ну, зажигалка. Оцени эту. Надо с собой щавелевую кислоту брать или доместос. Еще раз. А что Лей. сказали? А ладно, кто же знал? Так, сначала поднимается ручка. Сначала, да, это сюда. Только не за дощечку. Так, вот, это открывается. Угу. Полейте. Угу. С водой надо. Так, теперь это вверх, вот так вот. Это вниз. Если я не... О, кстати, Валерий, За водой? вот сюда полей. Машка, ты... И за водой. Не видно, нет? Нет. Ну попробуй, скрой. Не надо. Давай. Да не выливай, не выливай. А, ну. Меня за водой отправили. Не получится, да. Да. Ничего себе. Вот это было резко. Это был... Смотрите, смотри, какие они гладкие. И это, кстати, налет ржавчины именно сверху. Тончайший. Смотри, смотри, какие грани. Тоненькие. Еще за водой. Да. Все, хватит. Вперед. Эти штуки приносили смерть. Да. Хейл сейчас пытается, смотри, у тебя упирается вот это, нет? Не упирается? Ну да, не должна вроде так, ну.
Пытается освободить удерживающие элементы. О, пошло. Так, да, я вижу, он давно идет. Она с самого начала шло, с первого же удара, просто медленно, медленно. С каждой секунды все быстрее, быстрее. Все. Резко делай. Аккуратнее. Такие окислы на голове. Это не окисло, это бумажка была. Угу. Они, по-моему, железные. Стальные, поздние. Ага. Цифры, смотри, зелененькие. Угу. Должна быть цифра 3 там, Там не только цифры. Нормально. римская. Снизу сначала. Что, ведро? Такой поясочек, видишь? Первый раз такой вижу. Прокладка, может? Может быть. По длине не совпадали, может. Бумажка приклеена. Это С от допника, допника, скорее да. Ну и не снимите. Угу. Смотрите, насколько было продумано. Баночки лежат под пружинами, закрытые. Вытащить, Валерий. 43-й год у допников. Так на некоторых минах 39, а на некоторых 43. Девятнадцатое, 6-го, 43-го. Застряла, что ли? Я думал, ты это, танцуешь. Следующий, Юр. Не очень большой. Ну вот я поторопился как мог. Ничего себе, это там еще столько рядов, и там уже пол, да? Да, Ничего себе. Что? Сурово. Ладно, давайте не станем. Придерживай за низ обязательно. Сейчас петли даже видно. За низ, за низ. Держу. Ага, вода льется со стороны. Сейчас, подождите минуту. Точка понят. Нет, липает. Не хочет липать легко. С угла тоже надо тянуть. По диагонали, да. Без меня не может. Смотри, там надпись. Надпись на ниже. Воды. Вау. Казачьи, надо воды срочным образом. Ой, здесь тоже надпись, не поднимай. Принеси бутылку воды. Я держу. Давай поставим. Не, оно легкое. Стой, стой, стой. Да, нормально. Легкое держу. Вон, полез с этого ящика на тот. Кстати, не получится. Да, Держи. я думала, Держи, Михаил. поди, во. Давай. Давай. Пускай. Ага. А с того достать на это. А тот достаточно с этого польешь. Ух ты, халявшик. Давай. Давай, вот сюда. Сейчас. А вот сюда поставь. Или ты подержишь. Газаич, дай подержу. бутылочку. Подержи, подержи. По-моему, перевернуть надо. О, да. Давай переверну сейчас. Ты тур удовольствие 204. получаешь такое. Так клево же. О, да. Еще надо. Посередине прям. На предыдущей не сохранялось. Я говорю, что видишь, сохран лучше. Сейчас я Явно. переверну. А, это ящик на петлях. Да те тоже, скорее всего, были на петле. Нет. У петлевого ящика бы по-другому конструкция была. Ребята, вы сейчас вместе с нами трогаете историю. W34. 70 лет, даже больше эти ящики тут. Ух ты.
никто не трогал. Муницию, значит, ГР В-30, какой, 4-й? Номер бросай 34 года. Клево. Еще надо воды? Не могу выдержать, ребята. Еще бы. И петли живые. Подержу. Держи. Другой ящик или такой же? Да вроде такой же, просто у петли, наверное, умер. Нет, там крышки квадратные абсолютно были, Юра. Это точно. Мне кажется, такой же. Ну, а сейчас поднимемся, потом посмотрим. А тут, смотри, застежечка. Чик-чик. А здесь она, видимо, отвалилась. Этот же без петли, Юра. Меня рук не хватит. Можно. Это другой какой-то? Или то же самое? Вообще он хоть другой, 8 сантиметров. Муницион. Главное, свинцовая краска. Блин, к Мише Гер серьез. В-34. Ладно, хватит. Ты там откроем, Юра. Миша этот самый. С этой стороны. Думаешь, с этой? Тут накладка какая-то. Видишь, он беспетельный. Ну ладно, пока закроем. Синенькие, походу, лично. Смотри, там кораллы уже выросли. Впереди еще новые и новые ящики. Чем глубже, тем лучше они сохранились. Складик. Опа, там еще один. Еще? Вот Да, это склад. последний, ну, нижний, а он ни капли не нижний оказался. Аккуратней ты. Сейчас всех взлетим на воздух. Пошел. А под ним есть еще что-то? Пол. А, пол, все. Да, доски. Точно доски. Пола. Мне кажется, его какой-то не такой. Мне кажется. Другой. Ох, смотри, с этой стороны какой. Надо, ладно. Темненький. А да не, на поверхности посмотрите, темно. Поднимай, Катя, наверх. Я уже свою очередь как-то давать. Давай отсюда. Бочка прям клевая. Купироваться. На вот. О, смотри, пачка с патронами. Пачка с патронами отлично сохранилась. Наверное, под сумки или все-таки пачка? Нет, пачка. Или там ящик вообще? Недалеко. Они на ящиках валялись, тоже встречались. Помнишь, в самом начале? На самом верху. Не помню. Я помню, что у меня они тоже встречались. В Не, другом. самый первый ящик, это скопнул, там были патроны. Там дальше они идут, эти. Не, Точно. не идут. В яме, вон яма у стойки, вот там они лежат. Завалились. Да. Я говорю, ну ладно, пока хватит. Давайте Ладно. наверх, я думаю, да? Давай. Ребята, а вот это как раз плита от миномета. На поверхности лежала, судя. Да, смотри. Прямо на поверхности лежала. По любасу даю $100. Кто больше? Нет, за нее не даю. Но ее просто не взяли в свое время. Раньше такие штуки ребята не брали. А это нечастый экспонат, который сейчас можно найти. Смотри, следующая Плиту нашли, а теперь надо миномет искать рядом. Плита от 80-миллиметрового... Нет, это 80-ка разве? 80. Немецкого миномета. 8-сантиметровый. Переверни, пожалуйста, еще раз. Миномет уже влетал, ждали. Патроны из блиндажа к винтовке К-98, либо пулемета МГ. А нашлась крышечка от пороха, скорее всего. 99%. Единственное, что она не целая. Потому что, насколько я помню, я ее не целой туда клал. Миша, ты помнишь, я закладывал целую или это другая крышка? Может, другая.
Или это который до этого закладывали? Блин, это же в онлайне, я не вырежу потом. Все. Коля, Сейчас хрустит, Михаил. А ты же знаешь, как вытащи? Ударь. Смотри. Ну да, не целая. Постучи, постучи по ней. Об краешек, да. Тогда там будет поверхность гладенькая. А переверни. О. Ну да, не целая. Побитая немножечко. А надпись вот здесь. Конечно. А? Я ее. Что это такое? Расскажи. Знаем. Какая-то резинка похожа. Знаешь, как для телег. Тянется? Экспандер. Я думаю, что это шланг. Либо для гидравлики, либо для велонасоса. Что-то такое, или мотоциклетный какой-нибудь. Сейчас тут видно будет, не будет видно. Клейма какие-то, да? Да. Ну да, вполне возможно, что для насоса. Поэтому говорю, 4 не NW4 Argus. Интересно. Ну да. Подписчики, наверное, разберутся, что это быстренько. А здесь ничего не написано. Нет, тоже то же самое на приемной части. NW4 Argus. Либо насос, либо это что-то от автомобиля, может, как гидравлика. Ну, вроде насос резиновый. Да гидравлики шланг больно это самое. Ну да, Хлипковатый. хлипкий. Юра, попробуй с другой стороны думать. Я не поведусь. Топор, ребята. О, Ручка самодельная, походу. И какая она форма. Да, удобно. Эргономичная, я бы сказал. Надо помыть. Вот такой топор в блиндаже, прикиньте. С самодельной ручкой. Красота. 1930 год, советский. По-моему. Или 38-й. 38-й, по-моему. О, это зажигалочка. Зажигалочка. Да? Немецкая зажигалочка. красненькая Она просто медная или латунная. для девочек. Красненькая. Зажигалка, ребята. А что надо делать на крыше? Ну, видишь, она сломана, видимо, в помойку выброшена. Такое ощущение, что покидали вещи сюда. Помойку устроили. Топор тот же. Видишь, там, если сейчас сломался, там олово будет блестеть. Значит, припаяние. Одно к другому. А может, железо не было, изменил трубку. Я не знаю, что трубку сделали. Ну, похоже, ну, что? Дерево. Такого стена. Клеймо ОХ. Или она по-русски. Да, отломана давно часть, которая с черкашом, с колесиком. Ну, может, там найдем, будет круто. Не надо, колеса. Мы же даже в 4 не ходили, по-моему. Нет, не находили. И еще раз покажу вам топор. Он действительно, походу, был подписан. Какие-то там есть символы. Но дерево, конечно, такое. Миша, еще что-то. Тут самодельный контейнер загнутый. Контейнер для чего? Ну, самодельный для чего? Это
Ну, видишь, она обрезана, судя по всему, одет сверху. Давай. Ну да, кусок гильзы Орликона, сверху кусок сигнальный. Был какой-то контейнер. Попробовать скрыть его. Ну, видимо, соль была или что-то такое. Попробуйте. Какой-то порошок. Лизните. Газаев своими советами. Непонятно, что было в итоге. Ну, это внутри ничего не вижу. Оцените масштабы работы. И он еще вот сюда продолжается, этот блиндаж. И вот здесь потолок получается. Упавший потолок, а вот там пол. Доски там. Там тоже пол. Сейчас вот они рубят, чтобы этот кусочек снять. А Газаич уже по полу идешь там, нет? Давай, это потолок. А, пока еще к потолку. Слышал, смотри, ты на карте. Более здоровый. Ну да, да, да. А потом уже будем по полу идти. Смотрите, ребята, огромная гильза 76 миллиметров, порванная в клочья. Это не похоже на 76. До 76. Ну, может 75-ка, а не 75-ка короткие обычно. А вот 88. Нет. Что-то страшное себе стало с этой гильзой. Костер положили вместе с снарядом. Снаряд улетел, а задняя часть отпор. Ну, да. По проводу пойдем. По блиндаж штабной приведет точно. Думаешь, пройдемся? надо по проводу. Видите, там, ребята, провод красный немецкий, он ведет сразу в штаб. Штабной. Блиндаж пойдем копать. Как пить дать. Это будем мне в стриме показывать. Ребята, представляете, это патрон на Калашников, да, похож? А нет, это патрон к МКБ 43-СТГ-44. Редчайший патрон 7,92 на 33 калибра. Промежуточный патрон. Курс 7,92 на 33 курс. Очень редкое и вооружение, и сам патрон. Вот тут пол находится. Здесь вон немецкие газеты. Прям на допниках. Смотрите. Прям пачка, готический шрифт. Что-то там они писали. И вот здесь, если глянуть, какая-то информация непонятная. Тут может быть красивый патрончик. Какие-то вот здесь кора. Тут же патроны в идеальном состоянии. Блестят. Смотрите, пульками лежат. Сейчас мы их подковырнем. Отлепляю, там раз и пачка патронов. Я дошел до самого интересного места. Немецкая агитация. А ящик еще раньше. Вот такая попалась, ребята, часть крышечки с надписью Клара 50. Вполне возможно, что 50 сигар лежал. А я думал 50 лет Кларе. Кто знает. Да. Но явно это что-то либо итальянское, либо французское. Да, скорее всего, на французы. Ну да, после Франции. С этого, скорее, знаешь, виши правительство поставляло. Так что вот, ребята, Google в помощь. Сейчас напишут. Нашел, ребята, патрон 9 на 19. Уже с латунной гильзой.
На дне блиндажа под досочками закатился. Сороковой год. Еще было много. Латуни. Да. Они же нашего переплавили. Представляешь, Самсона. С Петродворца, скорее всего. Как вам такое, ребята? Там их, походу, пол блиндажа.